Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! С вами снова я, оперная певица Олена Токар. Я благодарю всех вас и всех тех, кто смотрит это видео или прислал мне свои отзывы и комментарии к моему предыдущему видео с моим профессором фрау Вернер Дитрих. Я надеюсь, очень надеюсь, что вам было интересно проследить жизненную историю, жизненный путь этого человека, этой замечательной певицы. Также надеюсь, что вам понравились вот эти вот мосты между прошлым и будущим. И, конечно же, вы смогли для себя почерпнуть очень многое. Сегодня же, выбирая тему для нашего видео, я долго размышляла, взять эту тему или эту, но остановилась все-таки на том, что 5 марта мне пришел имейл, уже долгое время прошло, и мне бы очень хотелось ответить на него. Это имейл из Украины от Оксаны, которая интересуется двумя вопросами обширными. Это режиссерское дело, и это второй вопрос, касающийся стилистических особенностей вокального исполнительства. Начнем мы сегодня именно со второго вопроса, потому что, мне кажется, на него я смогу быстрее ответить и лаконичнее. Значит, вопрос заключался в том, существуют ли именно педагоги, которые занимаются стилем в музыке. И вы, Оксана, пишете о том, что в украинских консерваториях, к сожалению, этому не уделяют время. Это действительно так, потому что все-таки вокальная постановка и стиль — это немножко две разные ветки. И если мы учимся вокальной постановке, то, конечно, мы больше слушаем голос, слушаем, правильно ли сидят вокальные гласные, например, да, или позиция, или мы слушаем, как в целом человек выстраивает фразу. Стилистическое — это нечто другое, но одно без другого существовать, к сожалению, не может. И разбираясь в стилях, вы можете очень-очень здорово попасть вот именно в нужное русло, в нужную точку, чтобы исполнить, например, до конца какую-то партию или какую-то роль или какой-то романс. Что же я имею в виду? Ну вот, например, вы исполняете арию Памины. В арии Памины очень важна кантилена, очень важно не разболтанный, без очень сильного вибрато голос, и вот это вот ощущение натянутого лука, да, что вот у вас фраза идет дальше, дальше, дальше. Когда вы определенно знаете, что Моцарт исполняется очень аккуратно, вот если вы послушаете его инструментальную музыку, вы обратите обязательно внимание на то, что Моцарт звучит как будто набор каких-то вот бусинок, которые вот вплетены в одну цепь. И в Моцарте звук отличается своей легкостью и своим характером. В принципе, в любом стиле есть свой характер, и вот на это нужно обращать внимание. Очень часто, например, в музыке барочной или в музыке романтической, да, нам сам автор подсказывает, как нужно спеть ту или иную фразу. Ну, например, добавить больше как будто бы плача или как будто бы смеха, как в оперетте, да? И именно это может вам, например, помочь в позиции звука. Ну, например, есть, продолжим арию Памины, да, рассматривать. Если вы ее будете петь так, как романтическую арию, ну, где-то делать портаменто, что нельзя, или где-то, например, звук раздувать до таких размеров, как в музыке веристов, это тоже делать нельзя. Ну, то, во-первых, это будет слушаться очень безвкусно, а во-вторых, это будет мешать именно вашей технике вокальной, потому что каждый композитор, он знал манеру и стиль исполнения того времени, как пели в то время певцы. Ну, например, если говорить о барочной музыке, часто говорят, что нужно петь такие прямые ноты. Я, например, считаю, что лично в моем случае это немного навредило моей вокальной технике, потому что одно время я очень увлекалась прямыми нотами, и мне казалось, если ты поешь Генделя, и вот там вот тянешь эту ноту без вибрато,
Это можно делать иногда. Это можно делать, но только не в ущерб своему вокальному ощущению. Тем более, что никто не знает, пели ли действительно певцы в то время вот такие вот ноты, которые, в общем-то, безвибрационные. То есть мы пытаемся повторить игру музыкального инструмента. Понятное дело, что сюда совершенно не подойдет какой-то голос супер вибрато в терцию, да, но это ни к какому стилю, честно говоря, не подойдет, но все же. Это можно делать иногда, это можно делать, чтобы показать, например, вы хотите показать какой-то форшлаг или какую-то трель, да, в голосе, или какое-то украшение. Вот перед ним, если вы сделаете вот эту оттяжку безвибрационную, оно будет звучать, конечно же, ярче и интереснее. Вот такие маленькие, очень маленькие замечания можно найти в каждом стиле. Например, в романтике мы часто пользуемся портаменто, да? С чем это связано? С тем, что романтика, романтическая музыка — это музыка героя, да, который вот у нас существует герой, который рассказывает историю любви, историю трагической любви, скорее всего. И вот здесь эти портаменто, они как бы как воздух, как взмах крыльев помогают вам соединять фразы на легато. То есть вокальная техника, она, конечно же, очень связана с стилистической манерой исполнения. Но я бы сказала, что стиль, которому можно научиться, например, слушая какие-то записи хороших исполнителей, по стилю можно научиться, даже если вы слушаете просто инструментальную музыку. Что же касается непосредственно преподавателей, есть ли такие преподаватели, которые занимаются стилем? Конечно, они есть, и это ваши концертмейстера. Это пианисты, которые с вами занимаются. У них ухо как раз именно настроено на то, чтобы научить вас стилю. Поэтому прислушивайтесь к своему концертмейстеру, если он у вас хороший, в первую очередь стилистически, а ваш вокальный педагог уже будет вам помогать познавать ваше тело и ваш музыкальный инструмент. Вы знаете, друзья, невозможно без опыта, без работы, например, в театре или на концертной площадке, без постоянной работы с концертмейстером и с другими музыкантами, с дирижерами, невозможно приобрести этот опыт. Все-таки один человек, он не может вам дать все. У кого-то ухо настроено больше на это, у кого-то больше на это. И потом, чем больше людей работают вместе с вами, я уже говорила в предыдущих своих видео, тем лучше для вас, потому что это обогащает вас. Чем больше вы интересуетесь, тем больше успеха и каких-то новых приемов вы будете приобретать. Например, я работаю в театре с пианистами, да, я учу партии с пианистами. Я примерно уже знаю, какой пианист специализируется на какой музыке, по крайней мере, любит какую музыку. Вот. И вот уже с ними я стилистически работаю. Очень часто бывает такое, что, например, не получается у меня какая-то фраза, например, она там очень длинная или очень высокой тесситуре. И только когда приходит вот это переосмысление образа, то есть через образ я понимаю музыку и понимаю стиль, то есть что примерно, какое время, что примерно хотел сказать композитор. Я слушаю его произведения какие-то симфонические, или даже очень часто это приходит во время того, когда вы, например, слушаете другого исполнителя, да, у вас пауза небольшая в опере, да, например, и вы слушаете, ага, вот это так. Вот, например, 4 последних песни Штрауса. Понятно, что это последние 4 песни композитора, и он в них старался не только показать всю философию, но и все свое мастерство, то, что вот он годами копил для этой идеи. И это невероятно сложные песни, которые и сложно исполнять. И не только сложно из-за того, что текст очень философский, но еще и потому, что философски написана музыка. И вот именно так к ней нужно относиться. И когда, например, я ее начала учить, эти песни, я не могла понять, как же, здесь просто невероятные какие-то фразы, оркестр громкий. И только исполнив партию с Денки в Арабелле,
и партию Софи в «Кавалере роз» я поняла, как нужно исполнять Штрауса. То есть в этом, конечно, еще вам поможет ваша интуиция. То есть вы будете слушать музыку, вы будете больше привыкать к звучанию музыки этого композитора. Вот. И, конечно, сейчас, исполняя песни Штрауса, даже не 4 последних, а вообще песни под фортепиано, с роялем, да, то я все равно уже ощущаю эту музыку совершенно по-другому, и я понимаю, что это не технически написано. Это написано в первую очередь философски, в первую очередь через текст. В любом стиле вы увидите, что текст, образ и стиль — это, в принципе, это все очень сильно взаимосвязано, и все одно другому очень помогает. Оксана спрашивает меня, как я воспринимаю оперную режиссуру современную в театрах. И я, конечно же, должна ответить, что я совершенно нормально отношусь к современным постановкам. Очень часто даже мне они очень нравятся, потому что я как будто бы окунаюсь вот здесь и сейчас. То есть вот я была в зале, и когда я вижу современную постановку, нет вот этого щелчка, когда ты переносишься в другую эпоху, да, что, конечно же, прекрасно. И я обожаю классические постановки, и, в принципе, люблю их, наверное, больше, чем современные. Но все же, когда ты понимаешь, что вот действие происходит с тобой сейчас, здесь, вот. Я нормально отношусь. Все, в принципе, зависит от режиссера, насколько он прорабатывает роль с певцом, насколько он понимает, о чем он говорит. И, конечно, есть постановки совершенно абсурдные, наверное, именно их вы имеете в виду, потому что именно они завоевывают популярность в интернете в том числе, потому что все безобразное, конечно, привлекает наше внимание. Но я лично очень люблю современные постановки, и к ним нужно привыкнуть, их нужно осознать, и это тоже накопившийся опыт. Понимаете, это когда в студенческие годы мы все, пока молоды и юны, все очень любим петь только романтическую музыку, только Чайковского и Рахманинова. И только потом приходит осознание того, что подожди, а барокко, это же гениально, подожди, а если петь, например, современную какую-то музыку, да, то есть это может быть очень интересным, если это сделано талантливо. Кстати, в нашем театре ставят очень часто современные постановки. И, конечно, приехав сюда, я была шокирована после наших классических оперно-студийных постановок. Или там в театре, да, когда ты видишь рисованные декорации, написанные кистью, или костюмы тех времен, и приезжаешь сюда, и тебе здесь совершенно современную постановку с какими-то сумасшедшими находками показывают, то, конечно, это трудно совместимо, потому что человек ко всему привыкает. Но после 2-3 раза ты начинаешь понимать, что, если это перенести во времена, Набокова, да, вот примерно в этом же времени у нас была постановка Евгения Онегина, совершенно гениальная, поставлена Петром Конвичным, которая шла не только в Лейпциге, и я очень люблю эту постановку, надеюсь, что когда-то в ней тоже спою. Вот, то, в принципе, прям несколько мест, когда я реально плачу вот именно в этой постановке. Другие как-то меня настолько не цепляют, а вот это вот очень. Вот, поэтому я совершенно спокойно отношусь и очень люблю, когда люди хотят что-то делать на сцене, не просто петь. В принципе, много очень интересных и достойных современных постановок. Но мне кажется, еще почему делают современные постановки, вы только вдумайтесь, сколько стоит сделать одну постановку. Пошить один, например, какой-нибудь там барочный костюм или платье. То есть очень часто современные постановки, даже элементарно артисты одевают какие-то вещи уже готовые, которые можно купить и которые не стоят столько человеческой работы, столько человеческого времени, затрат. Вот. А представьте, сшить барочный костюм элементарно или барочные какие-то декорации. Вот. Тем более, что сейчас в Европе декорации в основном не писанные. То есть это может быть что-то очень-очень условное. Очень хороший вопрос. Итак, действительно ли сейчас режиссер намного главнее дирижера? Ну, скажем так, с режиссером
вы работаете на протяжении всего репетиционного периода. Вы, в принципе, можете даже не петь в полный голос постоянно, но вы этого человека, вы прорабатываете с ним всю партию, и вы ищете во время репетиций и звук, и актерские какие-то моменты, да, то есть вы работаете, прорабатываете полностью роль. Дирижер появляется только в самом-самом конце, очень редко, когда в течение репетиционного периода он с вами работает. И, конечно же, получается, что вы больше настроены на игру, вы больше настроены на то, как вы будете исполнять уже через призму актерского мастерства и этой именно постановки. Поэтому, конечно, для меня лично и для певца, я считаю, для оперного певца, дирижер намного важнее, потому что в музыке вы не можете сделать таких изменений, которые вы можете сделать в театре, да, в актерском, как актер. То есть в музыке у вас все прописано композитором, и вы должны максимально близко это исполнять. И этого же будет от вас требовать ваш дирижер. Но есть один такой момент. Дирижер, если это очень интересная и сильная личность, он вам может тоже очень сильно помочь. И даже не важно, что он приедет в конце репетиционного периода, он вам может вокально помочь и многому научить. Сценические какие-то действия, они вам только помогут. Но сейчас действительно тенденция такая, что режиссер важнее дирижера, но не в плане личности и вашего отношения, а в плане того, что сейчас и режиссеры имеют очень большую силу голоса. То есть они выстраивают весь спектакль, под который уже потом вы должны подстроить свой голос, и музыка ложится под эту концепцию. Итак, почему же именно современные постановки настолько популярны среди немецкой публики? Я отвечу, немцы на самом деле очень консервативный народ. Ну, например, они очень бережливы, особенно к имуществу. Они пунктуальные, они соблюдают какие-то традиции. Но в то же время немцы очень прогрессивные. Что касается культуры и искусства, их здесь как будто бы, ну, знаете, там прорвало. Они очень бережливые. Почему? Ну, в театре была такая сцена, мне нужно было таким мечом ударить по порталу на сцене, то есть это была не декорация, а действительно сцена, то есть как бы обивка. Все заволновались, как это так, на репетиции. Нет, срочно изменить эту сцену. Ни в коем случае нельзя было оставить никакую вмятину, никакую царапину, вот, потому что это имущество города, это на века, и вот если они что-то делают, вот у них действительно это на века. То же самое там рестораны, да, вот если вы приходите в ресторан, вы думаете, ну почему же все так, ну скажем так, скучно, как 10-15 лет назад, где же дизайн, где же там какая-то подача, ну вот они такие, им этого достаточно. В то же время в театре они любят эксперименты, и здесь испокон веков даже в самых-самых маленьких городах есть театры, есть оперные театры. Вот. И мне кажется, это очень здорово, потому что это показывает, насколько контрастной может быть личность, насколько разными могут быть люди, нации, народы. И, наверное, это есть в каждом народе в той или иной степени. Но вот у немцев это выражается именно через культуру, через музыку. Они это спонсируют, поддерживают. Например, у них там театры, все эти даже маленькие, там концертные залы, это все поддерживается государством. Ну, сейчас, конечно, совершенно другая ситуация, потому что куда это все идет, непонятно. В какую-то бездну катится история с пандемией. И здесь, как и в других местах, все закрыто, все стоит и ждет своего конца или начала, не знаю. Это все на самом деле очень печально, потому что многие музыканты остались совершенно без какой-либо помощи. И со стороны государства тоже. И это все продлевается на неопределенный срок. Но сейчас не об этом. Сейчас все-таки о том, насколько противоречивая личность у немцев. Ну вот я бы еще хотела такой пример привести. Вот классицизм, понятное дело, Моцарт, Бетховен ранний. И тут просто откуда ни возьмись появляется поздний Бетховен,
Шуберт, позже Шуман, да, то есть появляется романтика, романтизм. Вот в этом вся немецкая нация, в том, что вот они как будто бы такие все, скажем, какие-то квадратные и пунктуальные, но в то же время немцы вот любят вот это вот, они посещают концерты, они любят музыку, они любят театр, они спонсируют это дело тоже. Вот. Поэтому многогранная очень личность. И почему они любят современный театр? Потому что они в целом просто вот любят театр. Немцы не любят сидеть дома, немцы любят ходить в рестораны покушать, они любят гулять, особенно выйти в лес, сделать вандерунг, и они любят путешествовать, вы, наверное, об этом тоже знаете, и они очень любят музыку, именно классическую музыку. Если вы посмотрите в поп-индустрию или в джаз, то там дела не очень так хороши, в отличие, например, от наших стран, где у нас это более приветствуется. У них нет. Вот они любят классику, вот они такие, вот они традиционные. Поэтому, наверное, через современные постановки они вливают какую-то вот новую жизнь, они экспериментируют, пробуют, и мне кажется, это очень здорово. Но готова ли, например, украинская публика к современным постановкам? Мне кажется, готова. Мне кажется, что публику любую нужно воспитывать. И если вы воспитываете публику, ну не только через только все современное, но если вы делаете какие-то выставки интересных современных художников или скульпторов, артистов, если вы ходите на всевозможные эти инсталляции, да, если вы посещаете в то же время какие-то старинные, да, выставки старинных мастеров, это все вам в копилку, это воспитывает вас. Ну, конечно, если вы видите только запыленные какие-то постановки с рисованными декорациями, у вас и представления не может быть, что может быть что-то другое. Да? Конечно, есть интернет, но интернет никогда не передаст этого волшебства театра и современного, и старинного, да? Классического точнее. Вот. Конечно, публику нужно воспитывать, и воспитывать к любому виду искусства, и к современному, и к классическому. Но мне кажется, это нужно делать, и с этого нужно начинать. Потому что мы люди современные, если мы хотим идти в ногу со временем, если мы хотим идти вперед, то нужно делать эксперименты. Они будут не всегда удачными, но они будут, и мне кажется, они будут привлекать новое поколение и будут давать новый толчок в развитии, в идеях. Оксана спрашивает, есть ли статьи? Я уверена, что есть и книги, и статьи о развитии немецкого оперного театра или в целом драматического театра. Хотя я думаю, что драматический театр здесь не настолько силен, как оперный. Вот, но все же я думаю, что есть, и это просто нужно поискать именно на немецком языке, и вы наверняка что-то найдете. А что касается вопроса о том, как же молодой исполнитель, не имея такого опыта сценического, сразу может влиться или подготовить себя к современной постановке, то здесь все работает точно так же, как для обычной постановки, классической. То есть вы приходите подготовленный, с материалом выученным, вы приходите уже на репетиции, и здесь начинается процесс, этот процесс, режиссерский процесс постановки, это процесс волшебства, в котором и вы тоже даете свое понимание режиссеру, свое понимание роли. Вот. Это на самом деле очень интересно. И современные постановки, я сейчас не говорю о сумасшедших постановках, я сейчас говорю о современных постановках, которые не выбиваются из контекста оперы, что вы тоже можете влиться сюда совершенно спокойно. И мне кажется, это даже более естественно для молодого певца, чем нежели представлять, что вы какой-то артист, я не знаю, эпохи барокко или вы какой-то персонаж, да, какой-то другой эпохи. Вот все-таки, когда вы изучаете, допустим, оперу «Кавалер Рос», да, то есть там вы тоже должны знать, какая у вас будет жестикуляция, да, то есть как Октавиан, вы не можете вот так вот постоянно раздвигать руками, когда у вас высокая нота, да,
или там наверх руку, или какие там еще вот любят певцы делать жесты, вот, или там наоборот стоять как вкопанный. Если это октавиан, у него должна быть определенная осанка, он должен делать минимум каких-то движений руками, это все должно быть очень эстетично, красиво. Вот. Если это октавиан современной постановки, то это уже совершенно другая история, и мне кажется, для молодых и неподготовленных, но ребят, которые очень открыты и хотят работать над собой, это очень даже прекрасная школа именно современной постановки, именно современной режиссуры. Вот, поэтому не бойтесь, я вам желаю успеха. Вот, и у вас обязательно все получится, и вы получите массу удовольствия, потому что работать в театре — это вообще какое-то большое наслаждение, потому что вы имеете возможность в один момент перевоплотиться в совершенно разных людей и прожить их жизнь. Друзья, на этой нотке я заканчиваю сегодняшнее видео. Я желаю вам прекрасного дня. У нас вышло солнце. Я иду дальше по своим делам. Всех вас крепко целую, обнимаю. И работайте над собой. Все будет хорошо.